Всем нам запомнилась Люди Икс начало для Xbox, но прежде чем мы к ней перейдем, давайте посмотрим на версии для остальных консолей, начиная с Nintendo DS. Я раньше ее попробовал, потому что она выглядела прикольно, но пока играл, показалось, очень скучной и забросил. Однако все это время думал, что мне это просто показалось. Ведь каждый раз, когда смотрел на игру, она выглядела круто. Неужели я что-то не понял? И вот, после полного прохождения могу с уверенностью сказать, что игра просто ужасна. Сразу хочется отметить визуальный стиль игры. Персонажи выглядят очень смешно. Все выглядят как маленькие гоблины, и это классно. Разработчики слишком близко приняли к сердцу слово мутант, и мы деремся со всякими монстрами. Ненавижу этих гигантских слонов. Никакого дизреспекта. Роботы прикольные. Игра разработана Kryptonite Games и представляет из себя типичный опыт от них на DS. Однако первые впечатления очень плохие. Да, играется как Человек-паук и Assassin's Creed, но в разы хуже. Ты очень медленный. И это все. В этом, по сути, заключается вся проблема, если вы играли в такие игры. Они забавны как раз потому, что ты быстро побеждаешь врагов со скоростью звука, пока враги даже не успевают реагировать. А тут все наоборот. Враги вам дают столько люлей, сколько вам и не снилось, пока вы двигаетесь как танк. Вы не успеваете атаковать и блокировать атаки. Переворот — моя любимая способность в этих играх. Такая быстрая. Ее приятно использовать. Тут же ее вообще трудно активировать. Да и бесполезная она. Они взяли этот хороший геймплей и просто его сломали. Хотелось бы двигаться быстрее. И потом вы узнаете, что дэш — это не просто уклонение, как в аниме. Если зажмете кнопку, то вы начнете бегать. Чего? Это все равно не помогает, ведь карта не такая большая. Ну то есть уровни просто огромные, но именно места между комнатами не так много. Как и остальные игры, это помешано на апгрейды. Вы сосете в начале и сосете в конце, но теперь у вас больше атак. Каждый раз, когда получаешь новую способность, спрашиваешь себя, где ты было все это время. Но это типичная проблема таких игр. Однако здесь это еще хуже. Ты долго страдаешь, после чего получаешь способность, которая буквально нужна была тебе несколько минут назад. Но игра действительно становится лучше, когда вы получаете пауэрапы. Забавно бросать врагов туда-сюда, то в воздух, то на землю, то за вашей спиной, и они постоянно отскакивают от стен и других врагов. Это прикольно, можно даже жонглировать несколькими врагами сразу, но все рушит сложность. Помните битву с Саблезубом на NES, которая была долгой и душной? Так вот, в этой игре все, абсолютно все битвы такие. На тебе бросают миллион врагов сразу, и все постоянно атакуют и не дают покоя. У врагов несколько типов, и всех нужно побеждать по-особенному. Врагов с щитом можно победить только сзади или зарядив сильную атаку. Однако враги с щитом очень быстрые, и у вас не всегда получится зарядить атаку. Так что прыгать легче, да и прыжки быстрые. Больших врагов можно победить только когда они упадут на жопу. Но чтобы этого достичь, нужно зарядить атаку. А это проблематично, как я уже говорил. Вы можете понять, что делают остальные враги, когда вы их увидите. Некоторые враги сильнее остальных или атакуют больше. И так как игра бросает кучу врагов одновременно, нужно выбрать, кого вы хотите победить в первую очередь. Но, конечно, не все зависит от вас. Вы должны принимать решения на ходу, ведь враги постоянно двигаются и меняются местами. И это может быть интересно. Выстрелы врагов повреждают других врагов, что очень круто. Можно даже бомбы бросать обратно во врагов. А некоторые враги взрываются после смерти, и это тоже может пойти в вашу пользу. Однако не стоит забывать, что это плохо и для вас, так что уклоняйтесь от всяких снарядов. Жизнь пополняется быстрее, чем в прошлых играх, но это ничего не значит, потому что во время битв у вас не будет времени пополнить жизнь, так что вам все равно придется остановиться после драки и ждать как раньше. Я бы сказал, что битвы предлагают хороший челлендж до того, как появились мои любимые сантинелы. У них самые сильные атаки в игре и самое большое количество атак, периодичность которых меняется. Вот ты привык к определенным атакам, кажется, уже прижал его к стене, но вот он, сука, меняет свою атаку, и ты должен вновь учиться. Но опа, у тебя мало жизни и нет времени, так что начинай сначала. У него есть лазер, которого заряжает моментально. Между зарядами и секунды нет. Есть этот тентакль, который следит за вами вне зависимости от вашего положения. Он может ударить вас, может ударить землю, может летать, что мне на самом деле нравится, потому что можно ударить один раз без проблем. Когда улетает за экран, появляется прицел, при помощи которого он следит за вами. Когда падает, создает землетрясение с большим радиусом, от которого сложно увернуться. О, я забыл сказать, что у него много жизни, то есть из-за его брони придется долго бить. Посмотрите, как долго его нужно бить самой сильной атакой в игре, которая моментально побеждает любого врага в игре за секунду.
Ага, у меня нет слов. Это действительно самый сильный враг в игре, который рушит впечатление. Ну совершенно не хочется играть после такого. У меня ушло 12 секунд, но прикол в том, что эта атака так долго не длится. Я включил чит. То есть у вас даже этих 12 секунд не будет в обычной игре. Изначально его сопровождают дроны, которых и так сложно одолеть, потому что они постоянно летят и стреляют, а тут еще и стражник разрешает их нормально уничтожить. Ну ладно, у вас получается их победить, но тут появляется еще один страж. Он вас убивает, и вы должны победить первого еще раз. Ну ладно, после нескольких попыток у вас получается. Но тут появляется страж и громила с ракетами, которого и так сложно победить по отдельности, а вместе тем более. Не, эта игра идет нахуй. Раньше ты мог бегать без раздумья, а тебя ничего не ждали, тебе просто давали уровень, которого надо было просто пройти до конца. Сейчас вас постоянно закрывают в комнатах с врагами, и нужно победить всех, иначе вы не пройдете. Но на этом проблемы не заканчиваются. У этих битв несколько этапов. Враги постоянно на вас наваливаются, но жизнь не пополняют. А если проиграете, то начнете сначала. Да, опять придется пройти где-то 3-4 волны очень сильных врагов, чтобы добраться туда, где вы погибли. И после вы должны победить 5-ю волну. Один раз после нескольких битв подряд зашел в такую комнату, где должны спавниться враги, но там никого не было. Это типа разработчики над нами издеваются. На, отдохни. Я не отдохнул. Мне кажется, я делаю что-то неправильно. Типа, мы же не должны драться с таким огромным количеством врагов, ведь так? Это же какое-то наказание за то, что я что-то пропустил. Битвы зависят от комнаты, в которой вы находитесь. Ведь где-то больше места, где-то тесно, и это положительно или негативно влияет на геймплей. Если места много, есть где пробежаться. Если мало, то вам, конечно, не дадут дышать, но вы сможете загнать всех врагов в угол. Есть и платформинг, который сосет жопу. Просто прыгаем по стенам с кривым таймингом и карабкаемся наверх. Также собираем штуки, так что не просто бегаем от драки к драке, хотя это не спасает игру. Мы собираем комиксы, причем их много, всегда приятно на них посмотреть. Эй, вам это ничего не напоминает? Открываем костюмы, причем приятно, что сделали достаточно много костюмов, которые меняются на каждом уровне, но еще можно менять костюмы злодеев. Нифига себе, я просил это у Паука несколько лет и в принципе представлял, что это невозможно, но оказывается это реально. Все это время эта функция была на Nintendo DS. Это значит, что несмотря на то, как Дэдпул выглядит в фильме, мы можем с ним драться в классическом костюме. И посмотрите, сделав что-то определенное, не знаю что именно, мы открываем новые режимы сложности. В Feral, где тебя отравляет адамантий, как в фильме Логан, нужно постоянно собирать штуки и бить врагов, чтобы пополнить жизнь. Звучит интересно, но кому это надо вообще? Вы проходили основную игру? Ну да ладно, у нас еще 2 режима, и они спасают положение. Regen, наноси больше урона, восстанавливай жизнь быстрее. Ранги и процент прохождения не считаются, но как же мне плевать. Это то, что мне нужно было во время прохождения игры. Похуй, ребята, посмотрите на последний режим. Ретро. То есть разработчики понимали, к чему мы привыкли, и специально заблокировали этот режим, тем самым показав геймплейно, что времена меняются. Мы побеждаем большинство врагов одним ударом. Танков побеждаем с 3 ударов, а боссов за 1 удар. Да, это именно то, как мне нравится, то, что я хотел. Ты теряешь жизнь после 1 удара. В плане графики, эта игра лучшая пока что, благодаря стилю и 3D. Локации красивые, несмотря на скучное наполнение. Тут одни клетки. Но на них столько деталей. Мы видим далеко назад, но и далеко вперед. Стекла ломаются, стены ломаются. А между дверями даже есть место. Да даже эта зеленая штука на нижнем экране прикольная. Вот сейчас прохожу Midnight Suns для PS5. Да, не самая крутая игра в плане графики, но тем не менее выглядит круто. Так вот, даже в сравнении с ней игра на DS выглядит прикольно. Музыка классная на главном экране. Но потом становится по-гриптонитовски грустной. Только у боссов классные темы. И шпионская музыка мне понравилась. Эта локация вместе с музыкой напоминает Wolf Among Us. Логан, меня зовут Логан. Вау!
Никогда бы не подумал, чувак. Сюжет подается очень плохо с кучей диалогов. У меня нет времени на это. Сначала ничего не понятно, мы просто бегаем по разным базам, пытаясь что-то узнать. Вначале мы видим флешбэк и кажется, что вся игра в прошлом, но нет. Игра в настоящем. Это единственная сцена в прошлом. В общем, ничего не понятно. Но в конце оказывается, что наша девушка на самом деле не наша девушка, и это не настоящие воспоминания. Видите ли, вначале мы узнаем, что Саблезубый якобы ее убил, и мы его бьем. Потом мы видим флешбэк. Но когда мы узнаем, что этого момента не существует, эта сцена открывается по-другому. Разработчики хотели нас обмануть. Логан не злится из-за того, что Саблезубый убил девушку. Логан злится, потому что воспоминания не настоящие, и мы просто читали диалоги финальной битвы без контекста в начале. Серьезно, когда мы упали в эту канализацию второй раз за игру, я офигел. Потому что понял, что это тот самый момент, и все наконец имеет смысл. Но тот факт, что у злодеев есть мутант, который контролирует воспоминания, и она просто в любой момент может повлиять на них, это полная жесть, конечно. Ну то есть у них нет какой-то защиты от нее. Логан не может отпустить свою девушку, даже если она не настоящая, и у нее нет как таковых чувств. Мне показалось, что это довольно глубоко. Он хочет быть с ней, хотя это нереально. У него все еще остались эти эмоции. Ну как так можно играться с психикой человека? Волви прыгает перед пулей, всегда смешно такое видеть. Не прыгайте перед полями, ребята. Мы встречаем этого чувака из Матрицы под именем 0. И самое смешное то, что мы его знаем. Оказывается, мы не оружие X, а оружие 10. Чего? Я этого не знал, это большое открытие. Значит ли это, что 0 потенциально может являться оружием 0? После всех этих страданий, аж после титров, мы получаем секретного босса? Эта игра хочет насолить в последний раз очередной губкой для ваших атак. Мы миллион раз атакуем этого гигантского стража, что довольно прикольно увидеть, потому что до этого стражи были маленькие, они забавны, но все же. Однако, как и в основной игре, вы не сможете нормально насладиться этой битвой из-за сложности. Мы знаем, что в большой игре есть сцены в будущем, но это только кат-сцена. А в этой игре нам прям дали поиграть. Также эта игра намекает, что в будущем Логан будет носить классический костюм. Что прикольно, но мне грустно, потому что этот костюм выглядит замечательно на DS. Но чтобы его открыть, нужно собрать комиксы. Вы только посмотрите на эти цвета и блеск. А после этой замечательной битвы получил черный экран и потерял сохранение. Что в принципе сходится с качеством игры. В начале игра мне не понравилась, но со временем втянулся. Пока играл, я ее ненавидел, но когда бросал, вспоминал с теплотой и хотел вернуться, потому что что-то в этом есть. Но под конец игра мне показала, что действительно является отстоем. В следующий раз мы посмотрим на PSP версию от тех же Kryptonite Games. Не знаю, сколько разработчиков пересекались между проектами, но посмотрим, что они там натворили.